Итак, ребят, если у вас не запускает сервак или есть какие-то проблемы с ним, то я сделал видос для вас именно 5 способов, как решить проблемы с серваком и 5 способов, почему сервак может вообще не запускаться. Это ровно 5 способов, которые может любой сервак включить. И также, ребят, кому помог, и поставьте лайк, также подпишитесь на канал, не забудьте про колокольчик. Также хотел бы сообщить, что каждый день вечером у меня происходят стримы, но бывают такие дни, когда он не будет. Я буду сообщать в беседе и, возможно, не сообщу, так как некоторые раз бывает забываю. И всем приятного просмотра, всем удачи. Итак, ребят, это у нас первый способ, и давайте же приступим к нему. Ребят, вам сперва нужно будет подключиться к FTP. Вот данные, вы, например, берете FTP и заходите на свой файл, открываете файл и заходите сюда. И идете по пунктам Add-ons, Source Mode, Extensions и Lobby Session Fixed. Именно вот эта строчка, вот эту третью, удаляйте, и все. И у вас сервак должен запуститься, но... как вы понимаете, что вам нужно будет дальше. Смотрите дальше второй способ. Первый способ готов. Итак, ребят, второй способ заключается в токенах. Токены бывают два типа, бывает Steam и бывает сайт .gg. Они отличаются. Сразу говорю, никогда не ставьте два токена сразу вместе. Так, когда вы поставите два токена вместе, они вообще токены у вас не будут работать. Либо вы ставите Steam, либо вы ставите .gg. Если у вас есть тут баланс, то вы можете поставить данный способ. Вы скачиваете обычный вот этот плагин, скачиваете плагин, открываете его, и вот эти файлы, заходите в первые файлы, где будет папка addons, bin, kfg, expressions, maps. И вот эти два файла просто закидываете сюда. И также, если у вас не будет работать, вам просто нужно, если у вас такая иконка выходит, всегда обновлять, ОК нажимаете. И если у вас не будет работать, вы нажимаете скачать плагин Steamworks и открываете тут. И вот вы открыли, вот, например, файл. Тот же Steamworks, вот на зелененький нажимаете и все, скачиваете его и также закидываете сюда, и у вас все будет работать. Но смотрите, какие могут быть ошибки, когда вы устанавливаете такой токен. У вас может быть дубликат. Если у вас дубликат, вам нужно зайти вот сюда, техподдержка, и там написать в техподдержку, чтобы вам помогли, ну, чтобы исправили, потому что ошибка идет от их стороны. Когда, например, дубликат, это когда ну, ваш IP-адрес, грубо говоря, уже привязал другой человек этот токен, из-за этого он не будет работать. Давайте же приступим к самому. Уже больше ошибок невозможно быть в токенах. Вот эти одна ошибка, дубликат и все. Как узнать, что у вас дубликат? Вы заходите в консоль. У вас тут будет написано дубликат сервера. Когда вы всегда что-то делаете, перезапускаете сервер. И, ну, тут сейчас включаем, потому что на сервак выключился. Когда вы что-то добавляете, сервак всегда выключается. И у вас в консоли будет написано токен автоапдейтер дубликат сервера. Если у вас такая выходит фиговина, вы просто пишите в техподдержку. И техподдержка должна решить данную проблему. Никак сами вы никак не решите эту проблему, так как идет, видите, у нас сейчас получение ключ пустой. Вот такая строчка должна у вас быть. Вот ошибка от получения токена до данного ключа пустой баланс. Но это у меня сейчас баланса 0. А видите, вот тут баланс 0 написано. Если хотите тут пополнить, так как тут пополнить нету через Kiwi, Яндекс Деньги уже нету, из-за этого я не пользуюсь данным способом. Давайте же приступим со второму способу. Второй способ заключается в Steam. Если что, все ссылки будут на них в описании, на токен автоапдейтер и Steam. Steam тут еще проще. Вам нужно просто номер приложения вот сюда, вводите 730 и просто нажимаете создать. Вы же нажимаете создать, и вот данный код просто копируете и идете в файл, заходите по FTP, как обычно. Вы, наверное, должны понимать уже, как заходить в FTP, я не буду это сейчас объяснять, это бессмысленно. Сейчас я объясняю, как 5 причин, почему сервак может не запуститься. Дальше вы заходите в папку KFG, и у вас должна быть такая строчка, автоэкзек. Вот автоэкзек. Вы открываете папку автоэкзек, и
Тут нет, он хочет обновление, и у вас такая строчка должна быть написана. И в этой строчке вы пишете вот этот код, который вы только что скопировали, и нажимаете вот на третью сохранить и крестик. Да. Также, ну вот, если вы сделали, но если вы поставили, например, токен автоапдейтер, который только что до этого я рассказывал, вам нужно будет эту папку удалить, и также плагин данный удалить. Вы переходите add-ons, source mode, plugins, и ищите, листаете вниз, токен автоапдейтер удалить. Да, и все. Вот токены мы решили. Токены, которые стимовские, они очень легко устанавливаются, но есть проблема, что когда вы устанавливаете стимовский именно токен, то может быть бан токена. Бан токена — это когда вам полетает, ну, бан, может быть, стима прилететь, но это очень редкость, так что, ну вот второй способ я вам показал. Давайте же приступим к следующему способу. Итак, ребят, третий способ заключается в обновлении source мода и мета мода. Вам что нужно? Вы обратно подключаете также FTP, заходите в FTP и вводите все данные вот сюда. Вы как понимаете, например, IP, ну короче, IP это хост, вот это IP вы сюда вставляете, логин сюда и пароль вот сюда. Также порт 21. Вы подключаетесь, и вам нужно будет установить source mode и metamod. Всегда обновляйте source mode и metamod. Вы пишите sourcemod.net. Если что, ссылка на эти source mode будет в описании. Также metamod. Metamod. Также пишем metamod, первый сайт. И вот эти два файла вам нужно обновлять всегда. Когда выходит какое-то обновление, то вы должны обязательно обновить source mode и metamod. Но обновляйте, если что. Так, нажимаете дальше stay builds. Нажимаете Stay Build и смотрите, у каждого хостинга есть своя операционная система, но большинство хостингов используют Linux. Но есть такой хостинг, как SVR Game, где они используют Windows. И если у вас, или вы используете, например, создаете сборку на ПК, то устанавливаете Windows именно. И давайте, нам нужен Linux. Linux. Скачиваете Source Mod и также нажимаете Stay Builds и устанавливаете Linux. Установили два файла, и вам нужно закинуть два файла просто на свой сервер. Сейчас мы ждем, когда они установятся. Почему так долго, мне не знаю. Дальше. Так. Если вам понравится такой видос, если хотите больше таких познавательных видосов, то давайте набирать хотя бы давайте наберем хотя бы 40 лайков, и я дальше буду делать такие видосы. Давайте я отменю, потому что он у меня уже на компьютере есть. Дальше давай, вот смотрите, у меня они есть, metamod и source mod. Вот эти два файла вы скачали, они такие же, будет идентично такие же, которые файлы. Просто я их недавно устанавливал, и они у меня уже были на ПК. Дальше вы заходите сюда, на FTP файлы, и закидываете сюда metamod. Закидываете, если что, смотрите, как закинуть любой файл, вы ищете просто одинаковое название, addons, например. Вы нашли такие файлы и просто закидываете в правую сторону, обязательно белую сторону, либо всегда пролистываете вниз. Чтобы закинуть любой файл, вот пролистываете самый вниз и закидываете addons, например. Вы закидывали вот эту папку и вот сюда. Потому что если вы закинете папку, то у вас не будет работать ничего. Я видел одного человека, который закидывал все файлы в одну папку, и он мне писал, что у него ничего не работает. И винил меня во всем, типа, что вот сборка паленая. Короче, это были такие моменты, бывает. Так что и закидывайте также сюда файл source мода, и они обновляются. Так вот, файлы все обновляются. Закидываются все файлы. И, это вы, наверное, понимаете, и все. Вот они закинулись файлы, и source mod metamod обновился. И давайте же приступим к следующему способу, четвертому способу. Давайте.
Давайте же приступим к четвертому способу. Четвертый способ заключается в том, чтобы просто обновить сервер. Обновить сервер — это самое простое действие, которое вообще возможно сделать. Вы заходите на любой хостинг, в любом хосте будет все так же, ребят. Если что, все действия, которые вы видите сейчас на видео, это везде одинаково, ребят. Нигде не надо придумывать что-то другое. И просто будет написано по-другому и делается по-другому, и все. Ну, хост, как имею в виду, интерфейс другой, и все. Что вам нужно делать? Выключить любой сервак, как обычно, выключаете сервер. И вот на этом, например, на HS, тут обновить сервер выглядит вот так. А у вас может быть там надпись «Обновить» написано, и все. Вы нажимаете «Обновить сервер», включаете обязательно валидацию и обновляете сервер. Четвертый способ считается самым простым. И ждете, когда обновится полностью сервак, и вы поймете, что там... как обновится сервер, и вы просто можете заходить уже на сервер. Если у вас сборочка не запускается, то вам нужно просто обновить сервак, и все, она запустится. Обновление, что это такое? Вы всегда обновляете сервер, когда выходит обновление в CSGO. Когда выйдет обновление в CSGO, например, какие-то скины, например, кейсы добавили там, например, или какая-то конфигурация CSGO поменяли, вам нужно будет обновить всегда. Если вы не обновите сервер, то у вас он просто не будет запускаться. Если вы хотите обновлять там модельки с этих скинов там, то вам нужно будет загружать уже обновленную версию плагина. Это очень делается просто, вы просто закидываете плагин и все. Больше никаких настроек. Так что, ребят, находите, какой вам плагин нужно, и закидываете его туда. Ну, четвертый способ, я думаю, вы поняли. Я не думаю, что вам будет интересно ждать и смотреть, как эти файлы все просто обновлятся, и все. Вы просто ждете, когда эти файлы все обновлятся, это занимает большое количество времени, и я этого не буду ждать, и пойдем к следующему варианту. Итак, ребят, давайте же приступим к пятому способу. Пятый способ заключается в том, что вам нужно найти плагин, который крашит ваш сервер. Давайте же сами приступим сразу же к этому моменту. И вам нужно пойти по папкам Addons, Source Mode, Plugins. И вот тут вам нужно каждый плагин. Вы, например, два плагина, вот вы выбираете два плагина, кидаете Disabled, кидаете папки Disabled и запускаете сервер. Если у вас сервак не запустился, вы идете дальше в FileZilla, выделяете опять два плагина и закидываете туда. Опять заходите на хостинг, запускаете. Если не запускается, то дальше также. И так, пока не найдете плагин, если вы найдете какой-то плагин, вы его просто удаляете. Или вы не вытаскиваете из папки Disabled, и все. А которые плагины уже работали, вы можете переместить обратно. Вот, например, антифлут, он не работал. И вы можете закинуть обратно сюда. И все. И вот этот пятый способ, он считается самым тупым для меня. Потому что тут много сидеть надо. И каждый плагин перебирать, вот так кидать. Потом обратно кидать. Но это слишком долго. Кому помогли моих 5 способов, поставьте лайк, подпишитесь на канал и не забудьте про колокольчик. И всем удачи, всем пока.